Я пока еще не осознала этого, что я лесбиянка. И было неприятно. На меня косились в коридорах, обсуждали за спиной. Думаю, я с этим справилась, потому что со мной были мои любимые подруги, которые пытались сделать так, чтобы эти слухи были опровержены. Всем привет! Меня зовут Мира, мне 18 лет. Я из города Алматы. Я занимаюсь гражданским активизмом, и сейчас у меня гэп-йер. Я отдыхаю, хожу на психотерапию, и в следующем году буду поступать в университет. Я поняла, что я не гетеро, когда мне было 13 лет. Тогда я впервые прочла аббревиатуру ЛГБТ, как она расшифровывается. Тогда на протяжении 2 лет начала принимать себя, изучать более глубоко эту тему и решилась впервые на каминг-аут в 2019 году. Получается, мне тогда было 15 лет, и моя старшая сестра Алиман должна была улететь в другую страну на учебу. Призналась ей в том, что я бисексуалка. Тогда я так себя идентифицировала. И да, она отреагировала совершенно нормально, адекватно, поддерживающе, сказала, что она меня любит. И рада, что я ей рассказала об этом, поделилась. Важной частью своей идентификации. Это мы с ней. Вообще много чего спрашивал из родственников про Мерку, но я всегда защищаю, конечно. Я не знала, ничего себе. Просто я не люблю, когда лезут в чужие дела, в принципе. Как телец, наверное, не знаю. У меня солнце в раке, луна в Козероге, я асцендент в Скорпионе. Как тебя зовут? Я Мира. Я через 5 минут спрашиваю, а тебя как зовут? Она такая, Надежда. Я такая, Надежда. И мы вдвоем такие, Надежда, Мира. Да, точно. Я часто получаю сообщения о том, что люди благодарны мне за то, что я отношусь к себе, к своей идентичности просто как к чему-то нормальному, что так и есть на самом-то деле. И просто демонстрирую это как абсолютную норму. Мама постоянно спрашивает про Надю, как у нее дела, и приглашает на ужин к нам домой или куда-нибудь вместе сходить. Но пока я стесняюсь, и моя девушка тоже, пока мы не совсем готовы знакомиться с своей мамой, но я думаю, в будущем это случится. Они спрашивали, почему Мируся постоянно делает, что хочет, почему мама ее не ругает, почему она вообще такая-сякая. Я говорю, потому что она свободный человек и имеет право на все, что она захочет. 18 июля 2021 год. Маган Кузар Найда. Мне нравятся девушки, а не мальчики. Правда, ты реально единственная подруга, которую мне не стыдно спросить что-то, что меня интересует, которая мне объясняет все. И когда эта штука началась, he, she, эта штука, я вообще не понимала, что это такое. Я помню, я тебе писала, объясни мне, что это такое вообще. Да, и ты мне всегда объясняла, мне всегда не было страшно или стыдно писать тебе. Это моя лучшая подруга Сели. Я была удивлена, что ты сказала мне первой. У тебя было тогда очень много близких подруг, помимо меня. И мы с тобой были знакомы недели 2. Я сразу решила овершерить. Я вижу себя в Казахстане в будущем. Я часто слышу, что некоторые граждане говорят, что казахстанцы еще не готовы, допустим, к демократии или к таким темам, как ЛГБТ, как сообщество. Но это вовсе не так. И да, я бы хотела дальше просвещать людей и просто быть здесь. Я говорю, не надо за меня бояться, мам. Главное, меня поддерживай, и тогда ничего не будет страшно. Я считаю, что важно быть открытыми в Казахстане, если есть такая возможность, потому что репрезентация играет огромную роль в жизни подростков и в целом людей, потому что так
они понимают, мы понимаем, что мы не одни, и быть квирными — это абсолютно естественно и нормально. Бум!